Всем героям привет, с вами снова Импреза. Давайте сегодня вам расскажу про питомцев. Наконец-то уже дошел до этого вопроса. Расскажу основные моменты, где и как и что делать, по какой логике, в принципе, тут все работает. Затронем также раздел с походами, раздел с яйцами. Ну, магазин там, в принципе, ничего сложного нет. Давайте с него тогда и начнем. Здесь у нас каждый раз, каждые 12 часов мы можем с вами забрать пропуск 1 часа похода. Вот. Он у нас появляется, ну, по крайней мере, у меня в 12 часов дня и после 12 ночи, когда наступает новый день. Для чего вообще нужна эта штука? То есть мы с вами идем в походы. У меня открыто 3 экспедиции. Вот, я могу делать одновременно 3 штуки. И, соответственно, мы с вами в походах забираем вот эти награды, которые здесь у нас появляются, и тем самым мы собираем ресурсы, которые нам нужны для того, чтобы прокачать наши с вами профили, аккаунты, как хотите, так и называйте. По какой логике здесь, в принципе, вообще я выбираю то место, куда мне нужно пойти? Походы у нас делятся на 4 фракции, которые имеют отношение к нашим питомцам, и одна у нас фракция идет, одна экспедиция, она у нас идет как универсальная. Вот она, где вот написано «Костяная пустыня». Здесь у нас фракции нет. Во всех остальных у нас есть какие-либо принадлежности к той или иной определенной фракции. То есть это воздух, это там природа, огонь и вода. И, соответственно, если мы с вами пойдем, к примеру, в водный поход, водную экспедицию сделаем, то у нас будет вероятность того, что мы с вами вытащим водные камни, которые нам нужны для того, чтобы прокачивать питомцев. То есть ориентируйтесь на то, что вот, допустим, если вы начали прокачивать, кого-то выбили, вы хотите прокачать, то, соответственно, вам нужно будет ходить именно в то место, которому питомец этот принадлежит. Вот, допустим, у каждого питомца сверху есть значок, то есть вот змея, она водная, заяц, он водный, черепаха, она у нас красная, огненная, и вот грифон воздушный и так далее. То есть если мы, допустим, хотим прокачивать, ну, вот это вот чудовище, птицу вот эту вот, да, то есть нам нужно будет ходить именно вот в этот поход, чтобы у нас были камни. Камни, количество камней можно всегда посмотреть у нас в инвентаре. Наверху слева вот этот мешочек лежит у нас. То есть можно здесь все открыть, все посмотреть на наличие камней. Но также для прокачки еще иногда нужны вот эти призмы. Призмы, в принципе, тоже они падают у нас в этих походах, поэтому, в принципе, все это можно раздобыть без каких-либо проблем. Да, иногда бывают ситуации, когда не получается, долго что-то не выпадает, но потом в какой-то определенный момент у нас это все обязательно выпадет, и мы с вами увидим. Вот. Здесь, вот, допустим, если вот такая ситуация, то в первую очередь я иду туда, где есть сферы. То есть ставлю здесь, нажимаю автовыбор. У меня здесь автоматически появляются зайцы, потому что они дают увеличенный шанс того, что можно будет достать камень вот этот водный для прокачки этого зайца, и нажимаем начать. Все, то есть у нас поход с вами запустился, отсчет времени пошел, и, соответственно, если мы не хотим ждать, иногда бывает такое, что задания выпадают на то, чтобы нам нужно будет завершить 3 экспедиции там или какое-то еще определенное количество, у всех по-разному может быть, ну, как правило, это 3. Если я не хочу ждать, я нажимаю сюда, и вот с магазина тот пропуск, который мы брали, он нам сокращает 1 час. Нажимаем пропустить время, и все, и у нас поход будет завершен, будет висеть сундук, мы забираем награды и, соответственно, можем заново его запустить. Во вторую очередь я беру, в первую очередь у меня, даже не так, неправильно сказал, в первую очередь это золотые ключи, во вторую очередь это серебряные ключи, потом уже идут сферы, а потом уже идут в пыль. Монеты я вообще стараюсь здесь не собирать, потому что я здесь не за фармом, мне нужно как можно больше ресурсов, поэтому я иду именно вот по такой логике. Ну и дальше я уже смотрю по ситуации. То есть если у нас есть 3 похода и все они по одинаковому ресурсу, я иду туда, где время больше. То есть вот здесь есть 8 часов пыли, пожалуйста, все, я иду сюда. Здесь у нас
между 2 и 4 я выберу, естественно, 4, чтобы реже сюда заходить, чтобы меня этот вопрос как можно дольше не беспокоил. И, соответственно, через час я зайду и поменяю уже на то, что будет из предложенных вот этих 3. Здесь все просто. В принципе, там больше ничего знать по этому моменту и не нужно. То есть тут особо много ума не надо для этого. Что еще? Что еще? Вот тут самый интересный раздел. На нем мы остановимся с вами более подробно. Ну, давайте, конечно, еще сначала по яйцам тоже расскажу. Там еще в походах иногда бывает такое, что выпадают вот эти вот яйца. Ну, яйца, они падают и без картинки, без вот этой. То есть яйца могут выпасть, они, в принципе, вообще достаточно часто выпадают. То есть тут проблем с этим тоже никаких нет. Рано или поздно кто-то вам выпадет, тем более, когда у вас открывается раздел с питомцами, вам, по-моему, там какое-то определенное количество яиц дается, вы открываете, в любом случае вы без питомца не останетесь. Питомцы нужны, потому что питомец — это... Можно к этому отнестись так, что это то самое оружие, которое всегда с вами при любом раскладе. Куда бы вы ни побежали, питомец всегда преследует нас с вами. Поэтому не стоит упускать этот момент из виду, нужно прокачивать, не пожалеть вот эти вот монеты на прокачку питомцев. Все-таки это стоит сделать, поэтому не упускайте этот момент, это в любом случае выгоду вам принесет. Ну, перейдем сейчас в коллекцию и расскажу, какую. Где брать остальные яйца? То есть зачарованные яйца, они у нас не выпадают в походах, но их можно получить в событиях. То есть у нас, когда мы с вами в какое-либо событие идем, там у нас есть возможность открыть яйца. Что у нас? Нет, не в то событие зашел. Вот, допустим, шахты. Сейчас посмотрим, есть у нас тут яйца или нет. Яйца у нас есть. Вот сейчас в шахтах у нас яйцо зачарованное стоит 450 золотых вот этих вот камешков, которые мы с вами в шахте откапываем. И также здесь можно покупать вот эти камни и призмы воды. Ну, тут смотрите сами, по обстановке. Если вам прям очень горит и у вас топ-1 задача — это прокачать питомца до максимума, то, пожалуйста, ради бога, можете это все покупать, чтобы ускорить ваш процесс. Также можно покупать зачарованные яйца. Но, опять же, я не рекомендую. Я их никогда здесь не покупал. Ну, может быть, 1-2 раза там я купил, но понял, что это бессмысленно, и вот почему. Периодически в событиях у нас есть возможность купить легендарное яйцо. Оно стоило, ну, по крайней мере, когда я его в прошлый раз покупал, оно, по-моему, то ли 600, то ли 500 валюты, скажем так, стоило. Поэтому я старался покупать золотые яйца до тех пор, пока у меня не появился легендарный питомец. Ну, откуда у меня появилось еще 3 легендарных питомца, я рассказывать не буду. Так уж вышло, так получилось. Огромное спасибо отдельному человеку за это. Вот. Зачарованные яйца не берем, обычные яйца 100% не берем. И если легендарное яйцо выпадает, и у вас нету легендарного питомца, старайтесь, покупайте, не жалейте. Выпадет вам обязательно, там есть гарант, то есть если вы 100 яиц откроете, то, соответственно, у вас легендарный питомец появится, тем самым вы придадите огромную мощность своему профилю, своему аккаунту. Ну, чтобы вы понимали, вот, допустим, сейчас, да, у меня стоит заяц, плюс черепаха, плюс пламя лап. Если я нажму, кстати, самый популярный вопрос, который мне часто присылают в личные сообщения: как поменять питомца. Здесь все просто. Жмем на кнопку «Отправить». У нас появляются крестики, и питомцы начинают вот так вот судорожно качаться со стороны в сторону. Мы нажимаем на крестик и смотрим. 32 миллиона мощности с половиной у нас упало. Если мы уберем черепаху, у нас упадет еще 6,5 миллионов. Итого это уже 39. Ну, пламя лап самый слабый. Это уже у нас получается 39 плюс 4. Но если округлить, конечно, то 43 миллиона. Вот и все. То есть вы выбрали того питомца, которого вы хотите убрать. Давайте еще раз сделаем, на всякий случай. Поставим их обратно. Где у меня этот пламя лап? Все, вот вы зашли, вам надо поменять. Вы жмете на кнопку «Отправить», жмете на крестик и ставите того, кто вам нужен. Все, здесь проблем никаких в этом нет.
принципе, питомец — это та штука, которая наносит неплохой урон, которая нам дает какое-то либо усиление, которого нам не хватает, либо какой-то статус-эффект. То есть есть определенный ряд комбинаций, которые мы с вами периодически можем использовать. Ну, также нам еще нужны с вами выполнение заданий. То есть периодически мы с вами заходим в события, и нам там говорят: сделайте там 3 забега с таким-то, таким-то питомцем. Ну, к примеру, вот это было точно сегодня. Вот, выполните 3 забега питомцем землеполз. Здесь важно понимать, что нужно поставить питомца не в пассивный раздел, а в активный. То есть, если он будет у нас стоять в пассивном разделе, вот здесь, вспомогательный раздел, то нам задание не засчитают. То есть, если у меня задание на землеполза, я жму на кнопку «Отправить», убираю зайца, спускаюсь вниз, ищу вот эту вот улитку, ставлю, нажимаю «Завершить». Все, теперь можно выполнять. Все, проверили, землеполз у нас стоит на месте, можно проходить. Убираем. Легендарный питомец, естественно, появляется не сразу. В первую очередь, чаще всего выпадает кто? Выпадает вот этот вот Кракен. Я с ним достаточно долгое время играл, мне он очень понравился, но потом, когда у меня появились питомцы уже посерьезнее, посильнее, естественно, я уже был вынужден от него отказаться. Кракен чем хорош? У него хороший, в принципе, большой урон он наносит. Он у нас бросает бомбы, он у нас стоит. Я играл в такой комбинации, что у меня стоял водобой в пассивном вместо пламя-лапа. Вот здесь у меня стоял водобой. Здесь у меня стоял пламя-лап как раз. И вот здесь уже стоял Кракен. То есть я его прокачивал. Он у меня наносил достаточно большой показатель урона. Он перебивал у меня основное оружие, даже несмотря на то, что у меня экипировка стояла именно на урон. То есть у нас есть экипировка на фарм, например, есть экипировка на живучесть, там на то, чтобы мы с вами не наносили урон, а просто жили как можно дольше. Есть экипировка, которая нацелена именно на то, чтобы нанести максимальное количество урона. Вот. Питомцы у нас, в принципе, делятся на 2 категории. Их можно вот так вот поделить из края в край. Одни стоят, другие бегают. Ну вот заяц, например, он как будто бы стоит, но на самом деле он бегает. То есть он подбегает у меня, ну, в основном, к краю экрана подбегает и начинает там какой-то кусочек работы по зачистке мобов он берет на себя. И, соответственно, он с этой задачей, в принципе, неплохо справляется. Он у меня прокачан на 400 уровень уже. Скоро буду, вот как только камни появятся, и там смогу прокачать еще 2, ну, мне еще 1 нужен. Одного питомца прокачаю до 300 уровня, соответственно, можно будет уже этих питомцев принести в жертву. То есть вот здесь написано: выберите не 3, это не количество, нам нужно 2. Выберите 2-3 звездочных питомцев для объединения, и тогда мы с вами сможем уже зайца подтянуть до 500 уровня, то есть сделать ему 5 звезд. Вот. Если мы с вами, допустим, хотим... Так, не с того начал. Играем, допустим, Кракена до тех пор, пока у нас не выпадет гидрозмей. Гидрозмей тоже, в принципе, он наносит достаточно большое такое количество урона. Это неплохой питомец, он немножко посильнее, чем Кракен. У него там свои плюшки-приколюшки есть. Чем он мне нравился? Мне нравился он тем, что он оставляет лужи, в которые враги попадают, а там прям такой нормальный критический, нормальный такой урон выпадал. Вот оно. Каждые 2,5 секунды в случайном месте на 10 секунд появляется гейзер. Попавшие внутрь союзники восстанавливают 0,5% максимального количества здоровья, очков здоровья в секунду, а враги получают 300% урона. Как я это использовал? То есть, допустим, вот на меня выпадает куча боссов, я старался заманивать их в эти лужи, и, соответственно, куда они попадали, то есть в эти лужи,
когда они попадали в эти лужи, я прям видел, как у них ХП прям раз становилось меньше, 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 меньше. Ну-ка, у меня же есть, по-моему, прокачанный, да? Да, есть, вот он. Вот. Плюс на третьем уровне, ну, когда уже 3 звездочки сделаете питомцу, у вас уже появляется вот такой скилл, особый навык. Вот эта вот бесячая кнопка, которая с правой стороны, вот я правша, мне неудобно. Мне бы хотелось, чтобы эта кнопка была слева. Вот, ну, вообще мне это не нравится. То есть я правой рукой играю, еще и правой рукой надо нажать на эту кнопку. А кнопка эта очень сильно мне помогала в некоторых уровнях по прохождению кошмара. То есть когда вот эти птицы летели, и вот эта стая летит резко на нас, я эту кнопку нажимал, эта кнопка у нас дает замедление, птицы летят медленнее, у меня больше времени на то, чтобы от них отбежать, увернуться, уклониться от них, соответственно, мне становилось намного легче в плане прохождения кошмара. У каждого питомца, ну, если уровень, конечно, позволяет, можно эту кнопку посмотреть. Вот у зайца, например, есть вот такой вот огромный кулачище, который мы также по кнопке вызываем. Он у нас летит через весь экран, и по пути вот он наносит 500% урона при попадании, еще имеет 100% шанс критического эффекта. Пораженные враги у нас еще и вдобавок ко всему оглушаются на 3 секунды. Также заяц у нас тут, он бьет по земле перед собой, и вот такую вот волну он запускает, которая врагов этих чуть-чуть отталкивает, еще и 200% урона наносит. Но вот этот навык, он автоматический, то есть его не нужно запускать, он там сам работает, и в принципе оно это все достаточно ощущается. И вот как понять, кого же выбрать, кого же поставить, грифон или змея, вот этот бесконечный спор, который идет у нас в... Ну, конечно, он сейчас не идет, но периодически я вижу, новые ребята заходят и вот спрашивают, кого поставить, помогите, подскажите. Здесь, в принципе, есть уже определенный ряд комбинаций, которые мы с вами используем. Вот вы, конечно, можете со мной в этом не согласиться. У вас может быть свое видение на это. То есть тут кому как удобно, тот пусть так и ставит. Я поставил, исходя из такой логики. То есть заяц у меня легендарный, больше легендарных у меня нет, поэтому он у меня и стоит в активном. То есть он у меня наносит достаточно большие показатели урона. Единственный персонаж, которого заяц не перебивает, по крайней мере у меня, особенно я это замечаю в кошмаре, это чернокнижник. Я не знаю, как это работает. К примеру, если я, допустим, возьму любого другого, заяц у меня нанесет намного больше урона, чем персонаж. Несмотря на то, какая бы экипировка у персонажа ни была, заяц нанесет больше. Если я беру чернокнижника и иду примерно вот таким составом в кошмар, у меня чернокнижник просто уходит в отрыв от зайцев, небольшой, но уходит. И это очень радует. Вот. То есть с основным питомцем мы определились. В пассиве в основном, вот в большинстве случаев у вас будет стоять это пламя лап. Вот. И у меня стоит вот эта черепаха. Но я поставил просто чисто из-за того, что вот мы всегда можем с вами посмотреть. Вот пассивный навык, это второй, с одной звездочкой. Дает активному питомцу 2 вращающиеся черепашьи, 2 вращающихся, тут особенности перевода, черепашьи панциря. И вот этот панцирь, он у нас наносит 200% урона. То есть все те, кто подбегает к нашему зайцу, и в кого вот этот вот, они там в форме круга, в кого вот этот круг попадает, соответственно, тот получает у нас по башке 200% урона. Неплохо, неплохо. А они достаточно такие. Они достаточно большие по размеру, то есть, ну, не большие, не маленькие. И, в принципе, из-за этого у меня заяц, наверное, большую часть урона и наносит. Пламя лап в пассивном навыке, он у нас дает активному питомцу постоянную ауру пламенного меха, наносящую 30% от урона пассивного питомца. То есть, вокруг зайца появляется огненное кольцо, и, соответственно, те, кто в это кольцо попадают, получают 30% не от зайца, а вот именно от пламя лапа. Поэтому пламя лапа я прокачал
до максимума. То есть нам осталось только вот 2 жертвы ему принести, и вот звездочка будет полностью закрашена. Не знаю, имеет ли это какой-то смысл или нет, но в целом, если у меня будет такая возможность это сделать, я обязательно это сделаю. В принципе, больше никого я менять не хочу. Меня такой расклад устраивает. Но я периодически его меняю. Я сейчас прохожу кошмар. И если я чувствую, что мне не хватает мне здоровья, не получается у меня это сделать, я могу себе позволить сделать вот такую штуку. Да и вы тоже, в принципе, можете это сделать. Вы можете убрать вот этих вот ребят, черепаху и... кто это, кошка, лиса? Похоже больше на... короче, пламелап, он пламелап. Вот, вы можете поставить 2 улиток, обязательно разных, можно там зеленая, вот у меня, к примеру, зеленая и синяя, по 100-му уровню они прокачаны. Это не затратно, это недорого, но это очень эффективно. У них эффект идет на героя, то есть не на питомца, а именно на героя. При выпуске этого питомца в качестве пассивного мы получаем с вами 15% прибавку к нашему здоровью. То есть, немножко математики. К примеру, если у нас 1000 очков жизни, мы ставим с вами 2 улиток, соответственно, сколько у нас здоровья с вами будет? Все правильно, 1300. Если у нас, допустим, уже 4000 жизни, то мы 1300 умножаем на 4, получается сколько? 1300 умножить на 4 это 4000, плюс 3 на 4 1200, грубо говоря, 5200 мы с вами... Нет, не так. 300 мы умножаем на 4, это будет 1200. То есть у нас будет плюс 1200 очков. Что-то не туда меня повело. Вот, и это очень сильно ощущается. Наш персонаж становится более живучий, у него больше здоровья. И, соответственно, нам намного легче пройти тот или иной уровень. То есть, если мы в кошмаре, допустим, играем на начальных этапах, и нам не важен урон, нам нужна выживаемость, и мы хотим куда-то дальше пройти и остаться в живых как можно дольше, то, пожалуйста, это ваш вариант. Вы берете вашего активного питомца, к нему добавляете 2 вот этих вот улиток, и все, и у нас хп больше, плюс у нас еще идет книжка жизни, и у нас там вообще космическая жизнь получается. В принципе, пройти можно. Если вот есть проблемы с кошмаром, то, пожалуйста, пробуйте. Вот. Также вместо зайца у меня долгое время стоял гидрозмей, как я и сказал уже об этом ранее. Гидрозмея можно ставить также, я в принципе ставил его с пламелапом. Черепахи у меня не было. И вместо черепахи у меня стоял водобой. Почему водобой? Водобоя уже нет прокачанного, но сейчас объясню. Эффект на активного питомца у нас при выпуске этого в качестве пассивного базовой атаки у нас с вероятностью в 10% замораживали противника на 2 секунды. Я это ощущал, я это чувствовал, мне это помогало. Урон по замороженным врагам, естественно, будет выше. Поэтому здесь, в принципе, можно сделать вот так. Если вы не знаете, кого поставить, вы можете зайти в коллекцию, открыть раздел по питомцам, и вот посмотреть, кто у вас есть, кого у вас нет, и просто вот зайти вот так вот каждого протыкать и почитать. Вот, к примеру, вот сова. Она не пользуется популярностью. Почему? Создает какие-то вихри, нужны воздушные камни. Воздушные камни, кстати, сейчас расскажу про этот момент. Пассивный навык. Случайным образом создает небольшие вихри, наносящие 50% урона по области. Скептически к этому относимся, большая часть игроков. Кто-то, может быть, пользуется, кто-то, может быть, ставит. Но в активного питомца навряд ли ее кто-то поставит. Потому что, вот, допустим, 3-е умение, вот что получается? Она подлетает к случайному противнику, создавая ветряной вихрь. То есть она тратит время на то, чтобы переместиться. И затягивает врагов и наносит им урон. Звучит интересно, но, думаю, малоэффективно. Также увеличивает скорость передвижения, скорость восстановления способностей совы ветров на
500%, повышая ее маневренность на поле боя. Ну и что это за чушь? Вот кому это надо? Это никому не надо. В этом вообще пользы никакой нет. Ну, необычных, обычных, я думаю, смысла нет рассматривать, смотреть. Все-таки интересен именно вот этот раздел, верхние 3 ряда. Ну, давайте посмотрим про птичку, что у нас здесь написано. Грохочущая птица. Ну, какой-то черный ящик. Если ставить ее в пассив, основная атака активного питомца с вероятностью в 10% оглушает врагов. Ну, может быть, это и имеет смысл, если питомец, допустим, часто бьет. Ну, заяц бьет, кстати, часто, но та же самая черепаха, она поинтереснее будет. У нее там урон бешеный. Активный. Вот если ставить ее активным, то она прыгает вперед, вызывает землетрясение на месте приземления. Враги в зоне землетрясения получают 500% урона и замедляются. Но вот опять же, если у вас нету легендарного питомца, нету змея, да и даже если грифона нету, то вот, допустим, вы открыли, да, кого-то из них 4, ну поставьте его активного. Подберите в пассив кого-то редкого питомца, там их немного, тут не запутаться. Если ставить, к примеру, 2, то можно вот поставить вот такую комбинацию, то есть пламя лап и кракен. Но кракена, конечно, смысла нет ставить, потому что он у нас дает что? Атаки активного питомца с вероятностью всего лишь в 5%. Могут забросить во врага бомбу, наносящую 200% от урона пассивного питомца. То есть редко, но метко. И тут уже все как бы собирается на любителя. То есть тут в целом никакой такой особой какой-то тонкой науки в этом нет. Вот основные комбинации, давайте еще раз повторю. Это легендарный питомец плюс пламя лапы, например, вот огнегор, как у меня. Не, можно, конечно, стать крутым и там поставить 3 легендарных питомцев, но, ребят, ну, это, скорее всего, у вас донат. Либо вы очень долго играете, либо вы только легендарные яйца в событиях покупаете. Ну, это прям маленькая вероятность вообще такого произведения. Да и тем более, если у вас такая возможность есть, то, я думаю, вряд ли вы это будете смотреть. Вот, то есть легендарный питомец плюс огнегор и пламя лап. Если мы хотим больше жить, то это самый сильный питомец, который у вас есть, плюс 2 улитки. Если вы хотите, есть еще комбинация, то есть можно поставить гидрозмея, он вам в определенный момент выпадет. Мне очень долго не выпадало, у меня там было 500 этих грифонов. Грифона я принципиально не ставил, я играл за кракена. И вот когда появился гидрозмей, я поставил также пламя лапа, и можно поставить либо землебоя, он у нас будет замедлять противника на 1 секунду. То есть в эту секунду, если мы попадем в нашего врага, соответственно, в эту секунду у нас урон будет чуть-чуть повыше, так как сработает статус-эффект. Либо мы ставим водобоя, тут уже вероятность не 100, а 10%, заморожен противник будет, но на 2 секунды. Также статус-эффект сработает. Базовые атаки с вероятностью в 20% могут оглушить противника на 1 секунду. Но это может быть, кстати, даже и поинтереснее, чем водобой. Но, в принципе, какой-то особой разницы здесь нет. Его тоже можно поставить. То есть там 10% и 2 секунды, здесь 20% и 1 секунда. Я думаю, что разницы абсолютно нет. Можно вот кого-то из них поставить. Но огнемой это точно минус, потому что дополнительный поджиг, ну, у нас и так большая часть оружия, в принципе, она у нас поджигает наших врагов, поэтому кого-то из них 3. Ну, обезьян я вообще, в принципе, не рассматривал, они какие-то там бананы разбрасывают, 100% урона наносят, оставляют кожуру, которая замедляет врагов. Ну, может быть, это можно сделать. Здесь тоже вот бред какой-то, тут ее еще, эту кнопку надо нажимать, эти цветочки, это все ни о чем, это неинтересно. Кабан. Эффект на активного питомца при выпуске этого в качестве пассивного плюс 20% скорость передвижения. Вот тут не стоит путать. Кто-то вот посмотрел, 20% скорости передвижения, и думает, сейчас вот персонажа воткну, и он у меня полетит как сумасшедший. Нет, здесь у нас идет именно на питомца. Если у вас питомец стоит и стоит в пассиве вот этот вепрь,
Это вот самая глупая комбинация, которую только можно сделать. Не надо так делать. Всегда лучше зайти, посмотреть, почитать и для себя сделать вывод. Что именно по прокачке? Какие... Так, не туда. Что именно по прокачке? Здесь какая рекомендация хочу вот от себя вам посоветовать. Допустим, я прокачиваю водного питомца. Вот заяц. Он у нас со значком воды. Значит, у меня нужны мне камешки воды. В прокачке, естественно, нужны монеты, естественно, нужны камни. Это все понятно. Но чтобы перейти нам на следующий уровень, он у нас просит принести в жертву. Вот мы с вами смотрели, то есть, чтобы поднять уровень, нам нужно выбрать 2-3 звездочных питомцев. Где их брать, если у вас их нет? Здесь все просто. Так, здесь проверяем. Вот он у меня вода, здесь у меня огонь, огонь. Я иду сюда и смотрю, чего у меня больше. Ну, на тот момент, когда я только начинал прокачивать, естественно, у меня было побольше камней. То есть огонь мне нужен. Я их прокачиваю на пассив. Они у меня пусть идут в пассив. Вода мне тоже нужна. Я ее в актив прокачиваю. Значит, остается что? Остается воздух, камни и камни на землю. То есть я вот буду прокачивать в жертву. Я буду прокачивать именно питомцев, которых будет либо вот грифон этот, в помойку его отправим, либо вот это вот чудо-юдо. То есть мы его прокачиваем, соответственно, он у нас-то тоже попросит в жертву кого-нибудь принести. Но тут уже выбирайте, либо воздух, либо земля. Ну, все будет зависеть от того, какие у вас будут стоять питомцы вот здесь. Вообще, в целом, не стоит с этим спешить на самом деле. Не стоит прям вот активно прикладывать усилия в прокачку питомцев. Здесь тоже я придерживался определенной логикой, определенной последовательности, которую я для себя выявил. То есть, допустим, я уперся в какой-то момент. То есть там каждые 20 уровней нужен камень. Ну, либо камни. Ну, как правило, это камни. Для того, чтобы была возможность прокачать еще 20 уровней сверху. Вот если есть возможность прокачать питомца, я его прокачал. Все, я уперся, я пошел качать таланты. Появилось там, пока качал таланты, я ходил в походы, ходил, появилась возможность у меня прокачать питомца, я его усилил и снова начал спускать монеты сюда. Прокачать питомца, ну, по крайней мере, до 400 уровня, это вопрос на самом деле очень быстро решаемый. То есть это не проблема, это все можно сделать очень быстро. То есть я его прокачал и опять переключился на таланты. Сейчас я вот дошел до вот таких показателей, что здесь 400, здесь тоже уже 400 и здесь 300, я этого особо не заметил. Ну, под конец, естественно, когда там уже много миллионов у меня система запрашивала, то уже, ну, достаточно ощущалось. Но в этом плане мне помог кошмар, там, грубо говоря, один заход плюс 2-3 уровня. И, в принципе, потолок есть, поэтому это несложно. Вот 500 уровень с 400 на 500 уже будет проблематично. Уже это подольше, уже как-то это будет, наверное, в какой-то степени жалко. И, ну, буду прокачивать. Хочется уже до потолка его довести, чтобы он еще больше себя проявлял, больше урона наносил, был поинтереснее, поагрессивней. Вот, поэтому не буду также упускать этот момент из виду. Ну, я думаю, что все. В целом, все основные моменты, которые можно было озвучить, я озвучил. Также периодически я захожу вот сюда, нажимаю на вот эту кнопку «Освободить» и удаляю всех тех, кто мне не нужен. То есть, чтобы было больше вот этих фиолетовых сфер, но в них вообще проблемы нет. Я это освобождаю просто, чтобы вот это вот все не накапливалось. Но с другой стороны, их можно и не освобождать. То есть у нас питомцы есть, и у нас периодически выпадают задания на то, чтобы там поднимите питомца там уровень 20 раз. Я просто захожу в питомцев, самого слабого беру, тыкаю эту кнопку 19 раз, камень не трачу, перехожу там на другого.
Ну, либо трачу, если их много, там, если лень вот это все делать, там, лишние 2 кнопки нажать лень, я перехожу на другого питомца, и там один уровень я ему догоняю до 20-го, чтобы камень не тратить. И все это стоит, ну, очень недорого. То есть, сами видите, тут на начальных уровнях первый уровень вообще 60 монет. Куда мне их потратить, что мне с ними делать? Ну, вот как раз питомцев это все идет. Так, ну, в принципе, на этом тогда все. Пользуйтесь советами, настраивайте питомцев так, как нужно вам. Просто подходите к этому обдуманно. И если вы сомневаетесь в чем-то, если вы не знаете, то как лучше их расставить, кого ставить, кого не ставить, ну, пользуйтесь теми рекомендациями, которые дал я. Вот и все. Все, всем спасибо, кто выдержал эти ужасные долгие 36 минут. Делитесь своим мнением, развивайтесь, прокачивайтесь. Всем пока.